Явление иконы Пресвятой Богородицы в граде Казани. Чудесное явление этой иконы жителям Казани совершилось 21 июля по новому стилю 1579 года. Через четверть века после покорения Казанского ханства во время похода во главе с царем Иоанном Грозным 1552 год. Это было время, когда благодаря миссионерским трудам первого архиепископа Казанского святителя Гурия и Варсонофия Казань постепенно становилась христианским городом с множеством храмов и несколькими монастырями. Однако магометанство сказывало упорное сопротивление. В Казани и ее окрестностях оставались тысячи мусульман и язычники. От недостатка ревностных подвижников христиан, готовых к исповедничеству, христианство порой уступало натиску чужеродной и враждебной стихии. Необходима была чудесная помощь свыше, и она была явлена через чудотворную икону Божьей Матери, получившую наименование Казанской. Повествование о явлении этой иконы и последовавших от нее чудесных знамениях было составлено в 1594 году, через 15 лет после ее явления, митрополитом Казанским Ермоеном. Впоследствии патриарх Московский и всея Руси, принявший мученическую кончину в 1612 году. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в попелище половину города. Недалеко от того места, где начался пожар, сгорел дом стрельца Даниила Анучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил приступить к постройке нового дома на прежнем месте, то есть на попелище. Тогда его дочери, 10-летней Матрёне, явилась во сне Богоматерь и повелела возвестить архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они взяли на этом месте скрытую в земле ее икону. Икона была зарыта еще при господстве мусульман тайными исповедниками православия. Матрёне было указано место, где ее искать. Девочка открыла об этом видении своей матери, которая вначале не обратила внимания должного на вещий сон от раковицы. После третьего видения и напоминания Матрёна стала слезно упрашивать мать исполнить повеление Пресвятой Богородицы. На этот раз мать послушалась дочери. Однако архиепископ Иеремия и городские власти не поверили им. Едва только весть о чудесном обретении иконы разнеслась по городу, к ней пришли во множестве жители Казани. Архиепископ Еремия и воеводы со слезами просили у Царицы Небесной прощения за свое маловерие. Архиепископ распорядился звонить во всех уцелевших от пожара храмах и совершил крестный ход с новоявленной иконой к ближайшему храму во имя святителя Николая, где под иконой был отслужен первый молебен. Затем икону торжественно перенесли в Благовещенский собор, и здесь на пути совершилось первое чудесное исцеление. Прозрел слепец Иосиф, 3 года ничего не видевший. В Благовещенском соборе получил исцеление другой слепец, Никита. С чудотворной иконы по указанию архиепископа Еремии
был сделан список и отослан в том же 1579 году вместе с описанием явлений и чудес в Москву. Царь Иван Грозный повелел на месте обретения святыни построить храм и основать женский монастырь в честь иконы Божией Матери Адигитрии для 40 инокинь, в котором и поставили новоявленную икону. Матрена и ее мать приняли иноческий постриг в новой обители. Матрена в иночестве Мавра стала ее первой настоятельницей. В 1594 году, после преобразования Казанской архиепископии в митрополию в связи с учреждением в 1589 году Каменный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, освящен митрополитом Ермоеном в 1595 году, число инокинь в монастыре было увеличено до 64. Чудотворная икона Казанская Божией Матери до 1612 года была местно чтимой. Празднование в честь ее совершилось в день обретения, 21 июля по новому стилю. 4 ноября во время сражения русского народного ополчения с польскими захватчиками список Казанской иконы находился в войсках князя Дмитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь Михаил Федорович установил в Москве второе празднование в честь Казанской иконы Божией Матери по новому стилю 4 ноября на площади против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь Михаил Федорович установил в Москве второе празднество в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. В свидетельстве Никоновской патриаршей летописи после изгнания поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский поставил Казанскую икону в своем приходском храме в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, что на Лубянке. Через несколько лет на средства князя на Красной площади был сооружен Казанский собор. Сюда в 1636 году и была перенесена Казанская икона. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве. Список с чудотворной иконы Божией Матери был также помещен в часовне над гробницей инициатора ополчения Козьмы Минина, расположенной в Нижегородском Спасе Преображенском кафедральном соборе. В честь Казанской иконы Божией Матери был освящен один из пределов этого собора. В 1721 году один из чтимых списков Казанской иконы был по повелению императора Петра I перенесен из Москвы в новую столицу России, Санкт-Петербург, и поставлен сначала в храме на Васильевском острове на месте нынешнего Андреевского собора, затем в Троицком соборе Александра Невской лавры, а с 1737 года в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте. 28 сентября по новому стилю 1811 года, в день освящения Петербургского Казанского собора, икона была с большими почестями перенесена в новый собор.
Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божией Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе русскому воинству, осеняя его в ратном подвиге освобождения страны. День празднования иконы 4 ноября 1812 года русские отряды под предводительством полководца Милорадовича и Платова разбили арьергард маршала Даву, что явилось первым поражением считавшейся дотоле непобедимой французской армии. Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконой, прославленные знамениями милости Божией по всей России и по всем бывшим странам Советского Союза, в Вязниках, Владимирская область, в Нижнем Ломове, Пензенская область, в Тобольске и Суздале, в Витебске, Белоруссия, в Каргополе, Арзамасе, Вологде и многих других местах. Перед Казанской иконой Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси тогда, Сергий, совершал молитвы во время Великой Отечественной войны, произносил проповеди, утверждавшие веру и победу над германским фашизмом. Для русских православных христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наши страны. Казанский образ Божьей Матери стал символом наших побед, начиная с XVII века, включая век XX, но еще большим чудом стало участие Божьей Матери в личной жизни многих людей через молитвы перед ее иконой. Именно на личном переживании присутствия Богоматери в нашей жизни через ее казанский образ и основывается особое почитание этой иконы в нашем народе. В большинстве православных иконы Спасителя, Божией Матери Казанская и святителя Николая. Такой триптих висел во всех домах, особенно в деревнях, ну и у горожан тоже. Но и сейчас светлая память о чудесах и благодати, явленной от Казанской иконы, бережно хранится в памяти нашего народа и особенно в традиции церкви, которая дважды в году торжественно прославляет сей образ Казанской Матери Божией. По новому стилю обретение 21 июля и победы над поляками в Москве и России 4 ноября 1612 года.